5 причин, разрушающих отношения. Мы сегодня с вами поговорим о 5 таких стандартных, достаточно распространенных ситуациях, которые случаются, наверное, в каждых отношениях. Но вот когда они достаточно долго не разрешаются, становятся такими застойными проблемами, то отношения, как правило, идут ко дну. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт. И сегодня мы с вами говорим о таких вот разрушительных стандартах. Вам важно их знать, важно их узнавать, когда они в ваших отношениях случаются, и важно их как-то компенсировать и корректировать. Мы также об этом поговорим. Если эта тема вам интересна, ставьте лайк под этим видео, подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять меня, и мы с вами начинаем. Первая вещь, которая разрушает любые отношения, это недостаток коммуникации, какие-то проблемы в коммуникации. То есть, когда у людей есть темы, которые не обходят, потому что не могут по этому поводу разговаривать. Ну, вот такой пример. Вы своему партнеру говорите, что вы хотели бы там через пару лет, ну, ваше такое желание, такая фантазия, переехать в какой-то другой дом, ну, получше. Скажем, эта женщина говорит мужчине. И мужчина реагирует на это остро, так как она не ожидала. Он говорит: ты что не знаешь, что у меня на работе творится? У меня там такой завал, у нас там прогнозы по вот, финансовые какие-то тоже неблагоприятные, как ты можешь об этом говорить? То есть вы как-то попали в его какую-то вот такую, ну, больную точку, он так отреагировал, эта реакция вас как-то немножко огорошила, так испугала, вам неприятно, вам обидно, и вы на эту тему больше не говорите. Но ваша потребность, она никуда не делась. Ну, в данном примере ваша потребность улучшить свои жилищные условия, или посмотреть что-то новое, или ну, что-то вот изменение, это то, что вы хотели вместе с вашим партнером вместе реализовать. Вы только о своих желаниях сказали, он так отреагировал, ну потому что такая вот у него была ситуация какая-то. Вы больше об этом говорить не хотите, но желание ваше никуда не исчезло. И вы ходите, получается, с вот этой вот потребностью, которая не реализуется. То есть в этом месте вот ниточка между вами, одна из многих, она порвалась. И так количество вот этих вот обид может увеличиваться, количество вот этих немых тем в ваших отношениях, оно может увеличиваться. Какая-то неудовлетворенность в сексе, там, одного партнера по отношению к другому или взаимная, неудовлетворенность по поводу там, неясности дальнейших планов по поводу, ну там, например, если молодая пара, когда у нас будут дети, или там, когда дети уже есть, а что мы с этими детьми будем делать, куда мы их там будем, не знаю, посылать учиться или еще что-то. То есть какие-то вопросы о будущем тоже не проговариваются. Так это может касаться любых тем. Например, один партнер хочет, чтобы, там, скажем, я хочу, чтобы мой ребенок был там инженером, а второй говорит: нет, я хочу, чтобы он был свободным человеком с творческой профессией, пусть сам выбирает. И вот они договориться не могут, решили об этом вообще не разговаривать, чтобы не ссориться. То есть они, так сказать, в краткосрочной перспективе вроде улучшают уровень комфорта в отношениях, но в долгосрочной перспективе у них просто есть еще одна важная, жизненно важная тема, которую они вместе не проживают, и в этом месте они уже разделены. Таким образом, эти отношения могут привести к тому, что в какой-то момент это будут совершенно два чужих человека, которые просто живут рядом. Вторая вещь, которая разрушает отношения, это кризис доверия. Как вообще формируется доверие в отношениях? Когда мы с человеком только встретились, мы начинаем друг друга узнавать. Я про человека, собственно, еще пока ничего не знаю. У меня есть какие-то мои ожидания, какие-то мои проекции и переносы. Ну, грубо говоря, вот этот человек похож на кого-то из моего прошлого, и у меня есть такое убеждение, что вот люди, которые вот так выглядят, так себя ведут, и имеют, например, такую-то профессию, если я о нем больше ничего не знаю, они, как правило, вот должны быть такими-то, такими-то, вот, и иметь такие-то качества. Чем больше вы с человеком общаетесь, тем больше вы его узнаете такого, какой он есть на самом деле. Например, что он пунктуальный. Или, например, что он всегда приходит, вот как не договорись с ним, он всегда приходит на полчаса позже. Или наоборот, вот договариваешься с ним, он всегда приходит на 15 минут раньше и стоит там недовольный, типа, чего ты тоже не пришла раньше. То есть я этого человека изучаю во всех каких-то аспектах. И в этот момент у меня формируется доверие в том плане, что вот его слова, его действия, они как-то вот начинают у меня в голове связываться. То есть он сказал, что позвонит завтра утром, он звонит завтра утром. И так происходит какое-то время. Он сказал, что он там, скажем, меня любит. И он ведет себя так, как похоже, что он меня любит. У меня его слова и его действия связываются, это и есть доверие. То есть я начинаю его слова воспринимать как реальность в его поведении. И вот в какой-то момент, к сожалению, может произойти предательство. Причем предательство это может быть что-то такое очень личное для человека. То есть это не обязательно измена. Предположим, женщина узнала, что ее мужчина, когда поехал в конференцию, проводил время там с какой-то другой женщиной. Может быть, они просто флиртовали, может быть, у них там был какой-то секс, неважно. Это может быть предательство уровня того, что вот мужчина сказал, что он пошел гулять, а на самом деле он там, не знаю, гулял с какими-то своими друзьями. А с женщиной, когда она предлагала ему пойти вместе провести время, он сказал, что типа он устал, ему некогда. То есть это тоже воспринимается как предательство. Ты сказал мне одно, поступил другим образом. Все, в этот момент доверие начинает претерпевать вот этот вот кризис, который заключается в том, что если раньше я воспринимал все, что говорит мой партнер, как какую-то реальность, то есть он, если говорит, что он придет, то он и придет. То сейчас я все, что он говорит, воспринимаю наоборот. Я не верю всему, что он говорит.
В таком случае возникает кризис доверия, с которым нужно работать, то есть это предполагает определенную такую длительную работу. Доверие всегда разрушается единомоментно, а нарабатывается всегда вот постепенно, если вообще оно нарабатывается. И вот если у вас длительный кризис доверия, если, например, человек вас обманул, вы только стараетесь ему как-то доверять, а он снова вас обманывает, и снова предает, и снова обманывает, в таком случае отношения начинают разрушаться, потому что вы постоянно находитесь в каком-то напряжении, вы не доверяете всем его словам, вам нужно все как будто бы перепроверять, или вот, предположим, человек говорит, что я пошел там, не знаю, к своим родителям. И у вас в голове сразу должно быть два сценария. Что да, он говорит, возможно, правду, идет к родителям, и нет, он не обманывает, и там целая куча сценариев. Из этого вы постоянно тревожитесь, у вас переполненная голова, и такие отношения, они, понятно, что никакого удовольствия не приносят. Третья вещь, которая разрушает отношения, это если у мужчины и женщины в отношениях разные ценности и цели. Вот такой распространенный пример. Скажем, мужчина в отношениях много работает, потому что он, как многие мужчины, живет под давлением такой социальной установки, что мужчина должен быть добытчиком в семье, что мужчина не должен быть бесполезным. То есть, грубо говоря, никто не будет мужчину ценить и любить просто за то, что вот он такой есть, он должен что-то делать. Если он бесполезен, то он не нужен. И вот мужчина много работает, работа у него 24/7, у него какой-то свой бизнес, он там работает и в будни, и в выходные, и там сверхурочно. И за эту свою такую конскую работоспособность он расплачивается тем, что он мало времени находится рядом с женщиной в их семье. Женщине это не нравится, она говорит о том, что, знаешь, я хотела бы, чтобы мы больше времени проводили вместе, я хотела бы, чтобы мы иногда ездили в отпуск, как другие люди, куда-нибудь отдыхали. А мужчина ей все говорит о том, что нет, ты понимаешь, нам же нужно вот с тобой обязательно накопить на какой-то вот такой дом, который мы хотим. Нам нужно будет еще нашим будущим детям накопить на обучение и на их дома, и вот нам нужно столько всего сделать. И тут он работает, то есть его основная ценность это достижение, его основная ценность это обеспечение какой-то финансовой безопасности. А у женщины основная ценность это, не знаю, как-то получение близости, удовольствия в отношениях. И вроде бы это два хороших человека, неплохих, которые, в принципе, у них вроде уже много общего за то время, которое они были вместе. Но они оказываются в ситуации, что когда мужчина с женщиной проводит время не работая, он впадает в какую-то дикую тревогу по поводу того, что я сейчас могу оказаться каким-то бесполезным, а вдруг я потеряю работу, вдруг я там какое-то, свое место потеряю, на рынке или еще где-то. А женщина, если она долго терпит и принимает вот это вот стремление мужчины постоянно пропадать на работе, чувствует, что там годы ее проходят, в общем, она не получает чего-то такого человеческого, чего она ожидала, что будет получать. И вот тогда в этих отношениях люди просто уже не вместе. Или вот другой распространенный пример. Одному из партнеров, это может быть и мужчина, и женщина, важно как можно больше времени свободного проводить со своими, родственниками, родителями, в кругу своей семьи. И он туда тащит своего партнера. А второму партнеру важно как можно больше времени проводить, как-то либо наедине со своим партнером, но не идти куда-то вот в эти все, так сказать, семейные какие-то мероприятия. И получается, что два, в принципе, неплохих человека просто не могут быть вместе, потому что у одного стремления, его ценности находиться как можно больше вот в этом таком слиянии со своей большой семьей, со своим кланом, вместе со своим партнером. А для другого партнера его ценность это вот такая дифференциация. Я хочу, чтобы мы вместе с партнером были вот вдвоем, не сливаясь со всем окружающим обществом, чтобы у нас была какая-то своя история. Четвертая вещь, которая разрушает отношения, это эмоциональная или физическая измена. Я уже говорил о том, что не обязательно, чтобы была измена именно физическая, то есть твой партнер с кем-то переспал. Иногда эмоциональная измена, такое предательство, оно разрушает отношения не хуже, чем физическое. Например, скажем, мужчина женщине говорит: слушай, давай сегодня вместе проведем время, там может быть у нас будет какая-то близость, может быть секс. Женщина говорит: нет, ты знаешь, у меня болит голова, я лучше пойду прогуляюсь. Потом мужчина узнает, что она когда прогуливалась, встретила какую-то свою подругу, они вместе пошли где-то, поотдыхали. И он думает так, значит, для подруги у него голова не болит, а для меня голова болит. Он это воспринимает как какое-то предательство. Или то же самое наоборот, когда, скажем, женщина говорит мужчине, что давай с тобой вечером посмотрим фильм, скажем, какой-то сериал, вместе проведем время. Мужчина говорит, что нет, у меня же столько работы, я вот буду работать у тебя за компьютером. Потом она смотрит, а он вечером сидит за компьютером и играет в танки, например, в какие-то игры. То есть получается, что на свои какие-то хобби у него время есть, на времяпрепровождение у него времени нет, и самое главное, он это никак не проговорил, а как-то просто себе урвал. То есть он не хочет проводить время вместе, он хочет проводить время как-то отдельно. Или это может быть связано с любыми такими ситуациями, когда мужчина почему-то не спешит после работы домой.
То есть вот он старается где-то провести время, скажем, заходит в какие-то барчики, там выпивает, или заходит где-то играет в автоматы, или заходит к каким-то там друзьям там, или каким-то подругам. То есть что-то такое вот происходит, он куда-то как бы удаляется, при этом старается ну, как-то это скрыть, и это воспринимается как эмоциональное такое предательство, эмоциональная измена. Такие вещи тоже они ну, разрушают отношения. Собственно, с изменой работать достаточно сложно. Время от времени ко мне люди приходят с этим. Очень многие пары после измены вообще не могут потом сохранить отношения. Работать с этим можно, эта работа не бывает простой. Если вы хотите над этим поработать, у меня под каждым видео есть ссылки на мои соцсети, пишите мне в личку, мы с вами договоримся о консультации. Работать над этим вот важно, потому что бывает, что измена случается в отношениях, которые достаточно ну, важны для партнеров, скажем, люди долго вместе, у них там дети, какой-то быт совместный, еще что-то, они в принципе у них есть чувства друг к другу, но вот возникает какая-то такая проблема, кто-то стал отдаляться или там оба отдаляются. И вот кто-то чувствует, что другой его как бы обманывает, предает. Вот он где-то проводит время в другом месте, где-то он просто вот не со мной, когда вроде бы мог бы быть со мной. И это может ну, быть очень болезненным, с этим надо работать, конечно. Пятая вещь, которая разрушает отношения, это недостаток какого-то совместного времени, которое люди вместе проводят, и недостаток близких разговоров. Особенно если люди сталкиваются с какими-то такими проблемами, которые вот человека волнуют, но он об этом не может поговорить со своим партнером. Часто это бывает связано, например, с кризисом среднего возраста. Предположим, мужчина замечает, что он, скажем, начинает как-то сидеть или там лысеть, или вот раньше он был такой спортсмен, и здоровье вообще, он о здоровье даже не думал, то есть там ходил в минус 40 там, без шапки, грубо говоря, и так далее. А вот тут он пошел к врачу, а врач ему сказал, вы знаете, вам нужно вот это вот что-то не есть, там, например, жареное, и вот эти таблетки он нужно будет пить до конца жизни. И вот мужчина начинает сталкиваться с идеей, что вообще-то он как бы не вечен, и как бы он уже начинает потихонечку, очень медленно заканчивается, идея какого-то вот своего старения. И если его это тревожит, и он может нормально поговорить об этом со своей женщиной, то они могут это как-то обсудить, она может как-то, ну не знаю, там эмпатически так вот проникнуться, они могут это зашутить, она скажет ему, что ох, ты мой, типа, старый конь борозды не портит и так далее. И это может как-то уровень вот этих вот переживаний, уровень этой тревоги этого мужчины может снизиться. Но если у них нет этого канала коммуникации, если он не может поговорить с ней, может быть, он и может с ней поговорить, но они, например, два таких вот достигатора, которые столько работают, что им некогда друг с другом поговорить. Они оба на работе, потом вечером дети, еще что-то там нужно, там какой-то, не знаю, котел запустить, траву покосить, какой-то бытовые вопросы, и потом вечером они спят, уже некогда об этом поговорить. Не заведено у людей, нет традиции вот этих вот близких, очень важных разговоров, что очень-очень важно. В таком случае что может произойти? Мужчина эту тревогу старается как-то вытеснять, и дальше наступает феномен, который в народе называется «седина в бороду без в ребро». То есть он чувствует, что я вроде как, ну я переживаю, что я начинаю стареть, что ли, и что я должен сделать? Покупаются узкие кожаные штаны, красный кабриолет без крыши и заводится молодая любовница. Ну, это такой, конечно, очень непередачный пример, такой какой-то вычурный, но вот что-то такое может происходить. То есть мужчина не может в данном примере поговорить со своей женщиной, потому что у них нет традиции этих вот интимных таких важных разговоров и нет времени поговорить. Или ситуация, которая может женщину волновать. Женщина переживает, что я не знаю, хочу ли я там второго там, или, скажем, третьего или первого ребенка или нет. А у меня возраст такой, что вроде уже это там в книжках старых написано, что ты уже там пожилая первородящая. И вот я не знаю, нужно мне это, не нужно. И я бы со своим мужчиной бы об этом поговорила, но мы не можем с ним поговорить, потому что нету времени, нету у нас традиций вот этих каких-то таких важных разговоров. Я это решаю самостоятельно. И тоже начинается какая-то типа седина в бороду без ребро по женскому типу. Там, не знаю, покрасила челку, там, сделала татуировку, что-то там еще, нашла себе любовника и так далее. То есть очень важно, чтобы люди в отношениях могли говорить друг с другом. Если вы понимаете, что была какая-то кризисная ситуация. Бывает, скажем, был маленький ребенок, он какой-то был беспокойный, мы много времени уделяли ему, вот эта связь между нами немножко она как бы утратилась. Просто времени не хватало друг на друга. Или, скажем, бывает, что какой-то пожилой родственник, вот надо было как-то, он болел, там, скажем, ушел, но мы какое-то время думали только о нем. Или был какой-то кризис, связанный с переездом, с каким-то там банкротством еще. То есть была какая-то проблема, мы вроде ее там решали, разрешили, но утратилась связь между нами, важно эту связь наладить. То есть возьмите просто в ручном режиме, запланируйте, что мы по пятницам вместе обедаем. Вот он работает, я работаю, неважно, значит, находим время, как вот поход к врачу, как поход к психотерапевту. Мы хотя бы раз в неделю вместе обедаем и разговариваем на темы, что тебя волнует за эту неделю, что меня волнует за эту неделю, что мы планируем на следующую неделю, что ты планируешь на следующей неделе. Это такой вот минимум.
Это может казаться чем-то таким странным и каким-то натянутым, ну, типа, вроде бы как такие вещи, многие люди говорят, в семье должны происходить автоматически. Многие вещи в семье происходят автоматически, те, которые вы не хотели, чтобы происходили. Когда люди вот так отдаляются друг от друга автоматически, ничего не делают, потом оказывается, что у твоего партнера есть кто-то на стороне. Вот это может произойти автоматически. Для того, чтобы отношения были гармоничными, ну, близкими, гармоничными, они абсолютно гармоничными не бывают, нужно работать. В отношениях всегда нужно работать. Это не должна быть работа какая-то изнурительная, там, какая-то жертвенная и саморазрушительная, но работать в отношениях важно. Поэтому, если вы не можете вместе поговорить, вам важно как-то это организовать. Если вы понимаете, что у вас нет времени друг для друга, то вам нужно вообще-то немножко как бы остановиться и осознать тот факт, что вот ваши партнерские отношения — это самая важная сфера жизни для вас. Потому что утрата близкого партнера является наиболее травматичным вообще переживанием. Соответственно, можно предположить, что это наиболее важная сфера жизни. Поэтому в отношениях важно уделять друг другу время, важно как-то работать над взаимопониманием и важно вообще находиться в отношениях. Потому что какой смысл иметь какие-то формальные отношения, если ты в этих отношениях фактически не находишься. Ну и напишите, пожалуйста, в комментариях, какие вы считаете вещи наиболее разрушительные в отношениях. Возможно, из вашего опыта. Я когда-то столкнулся или я когда-то столкнулась с тем, что вот партнер так вот себя вел, и это было просто невозможно, эти отношения после этого как-то вытащить. Это вещи, с которыми невозможно там мириться. Если у вас есть какая-то проблема, с которой вы не можете разобраться самостоятельно, вы можете записаться ко мне на консультацию. Под каждым видео есть ссылки на мои соцсети, пишите мне там личное сообщение, и мы с вами договариваемся. Также у меня сейчас есть курс про отношения, это мой онлайн-курс. Я оставлю под этим видео ссылку на приглашение на этот курс. Посмотрите, поинтересуйтесь. Я планирую этот курс вести периодически, поэтому просто знайте, что это тоже одна из опций, где вы можете немножко, так сказать, поработать над своими отношениями. Если это видео было вам интересно, обязательно поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять меня. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.